В Древнем Египте было много богов или там все-таки был один бог, то есть монотеизм? В действительности там был один бог. Вы сейчас удивитесь, как так, там же много изображений разных богов и богинь. И каждый из них имеет свое имя, каждый имеет свои особенности и даже свои области влияния. И каждый бог имеет свою историю и мифологию. Как так, Влад? Что ты такое говоришь? Но на самом деле похоже на то, что там действительно был один бог. Сейчас я объясню, почему многие серьезные египтологи так считают. И, честно говоря, я с ними согласен. Чем глубже я изучаю религию Древнего Египта, тем больше я прихожу к умозаключению, что да, действительно, там был один Бог, единый Бог. И также на этой короткой лекции по мифологии я вам, скажем так, дополню понимание вот таких вот картин, которые писали в эпоху Ренессанса, когда Бог держит прозрачную сферу, которая символизирует мироздание. Обыватель думает, что в основном Леонардо да Винчи любил рисовать такие портреты, где Бог держит в руке наш мир. Но в действительности в эпоху Ренессанса такие сюжеты рисовали очень часто и очень многие художники. Таких картин просто невероятное количество. И я вам объясню, почему этот сюжет был настолько популярен в эпоху Ренессанса. Вот именно сюжет, где Бог в образе человека в руке держит шар, сферу, идеальный круг. Недавно на моей странице в Facebook в комментариях к посту про Древний Египет немного так поболтали с подписчицей, поэтессой, переводчиком из Италии. И я решил снять коротенькое, быстрое видео на эту тему. К слову будет сказать, подписывайтесь на мои социальные сети, Instagram, Telegram, на мои паблики по искусству. Я там публикую интересные, очень редкие арт-материалы. Очень стараюсь, между прочим, чтобы показать вам что-то уникальное. И мне очень приятно видеть ваши аватарки, ваши имена, которые лайкают и комментируют. Ссылки будут в описании под видео. Allora, итак, ragazzi, ребята, давайте все по порядку, по полочкам расставим, логическую цепочку сделаем. Что такое монотеизм? Это вера в единого, всемогущего Бога, который исключает других богов. Существование других богов полностью исключает. Это как Иисус Христос в христианстве. Это как Аллах в исламе. С этим религиозным термином разобрались. Когда говорят про монотеизм в Древнем Египте, то обычные любители истории имеют в виду религиозную реформу, которую сделал Аменхотеп IV, или его кратко еще называют Эхнатон. Это тот самый возлюбленный, известный вам очень красивой Нефертити, потому что он попытался официально установить веру в одного Бога и запретить многобожие. Это была культурная и религиозная революция, которая на время установила монотеизм в Древнем Египте. Но мы с вами, как исследователи, которые любят задавать вопросы, бесить ими, как Сократ бесил всех в Афинах, должны здесь поставить вопрос, почему он ее пытался сделать. И ответ находится совсем не в политике и не в желании власти, не в диктаторстве, как некоторые пишут в своих статьях. Ответ находится в самой мифологии. В религиозных текстах Древнего Египта присутствует глубокий и обоснованный монотеизм. И он не особо спрятанный, он лежит на поверхности. До Эхнатона другие фараоны боялись сделать эту революцию. Они хотели, они все понимали, но они боялись. И не зря, причину расскажу чуть-чуть позже. В религии Египта есть несколько уровней святого текста. Есть тексты простые, для обычных крестьян,
рабочих на огороде. Они необразованные, им много для счастья не надо. Там огород, много пива, вечерние игры и танцы у костра. Больше их ничего не интересует. И есть тексты чисто для жрецов. Какие-то из этих текстов были доступны для любого египтянина. Но есть тексты, которые были запрещены обычному пролетарию. Они были доступны только жрецам. Есть еще более священные тексты. Это тексты, которые могли читать только фараоны и самая высшая каста жрецов. Эти тексты есть только в гробницах царей, на стенах их гробниц и на их гробах, как их называют саркофаги. Больше этих текстов нигде не было. Крестьянам было запрещено читать их. И в этих текстах мы читаем очень глубокую и очень интересную богословскую мысль. Некоторые из этих текстов мы анализируем на моем закрытом базовом курсе по мифологии Древнего Египта и Месопотамии. Ссылка будет в описании под видео, либо еще они доступны спонсорам YouTube канала. Очень детально каждая лекция по 3 часа. Смотрите, возьмем, например, христианство. Вся эта масса людей, которая ходит в церковь, посвятить Пасху, яйца, цветочки всякие типа вербы. Большая часть из них, будем честными, они Библию особо толком не читали. А если говорить за богословскую мысль, за философию, если спросить у них, а кто такой Фома Аквинский, а что они читали из трудов Августина, читали ли они митрополита Антоний Сурожский, а кто такой Плотин, и так далее. Вы же понимаете, что большая часть, если хотя бы Евангелие полностью прочитают, уже будет хорошо. А так, вроде бы один Бог, а язычество вот это осталось. Молится всяким святым, специальные молитвы, каждый святой имеет свою функцию отдельную. Одному святому молится и ставят свечки, чтобы там голова перестала болеть, другому, чтобы денег побольше было, третьему, чтобы там от сглаза защитил, четвертому молится, чтобы экзамен хорошо сдать. Даже специальные молитвы даже есть в молитвеннике, вы можете в церкви это купить, который помогает успешно сдать экзамен. И так далее. На каждую проблему, на каждую просьбу есть своя молитва и свой святой. Хотя все это противоречит христианскому монотеизму и богословию. Иисус Христос с этим боролся, но, как вы видите, люди есть люди. А если поехать в какую-то там деревню, то там такие формы христианской веры можно встретить, что как бы инсомма. В общем, вы это все понимаете. Вот то же самое было и в Древнем Египте. Были тексты, которые объясняют мир и как надо жить в нем для простых людей, обычных рабочих. И были отдельные тексты для жрецов, интеллектуалов и правителей. Так в Египте было всегда. И в принципе, будем откровенны, в любой культуре мы видим то же самое. Не только в религии. Даже сейчас берем любое общество, любую сферу, любой бизнес. Есть большинство, которое знает только ту информацию, которую надо им знать. Есть управители, правители, которые знают намного больше. Абсолютно то же самое мы видим и в богословии жрецов Древнего Египта. Есть материалы, которые можно трактовать как монотеизм. У них были представления, что существует единый Бог, и Он запредельный, Он таинственный, Он никому не известный. Даже никто не знает Его настоящее имя. Он проявляется в нашем мире непрямо. Поэтому египтяне Его называют условно как Неб-эр-Джер. Вот так он пишется на русском языке. Внимание, это не имя, это не титул, это просто, скажем так, эпитет, что можно перевести как «владыка всего» или «владыка всего до пределов». По-разному переводится, но смысл остается тот же самый. Неб-эр-Джер они называли просто то, что можно обозначить, как то, что неназываемое. Это знаете, как в Гарри Поттере.
самого сильного темного волшебника люди боялись называть даже по имени между собой. Поэтому они просто называли его тот, кого нельзя называть. Да? Вот тут тот же самый принцип. Есть что-то настолько сильное, настолько главное, настолько божественное, все сущее, да, что у него даже нет имени. Этот египетский бог находится за пределами мира. Он не является миром. Он больше, чем сам мир. Он тот, кто создает этот мир. И когда Он творит наш мир, то Он посылает в наш мир свое Ба, свою душу. И это и есть тот самый солнечный бог. Остальные боги – это просто его проявление. Они, по сути, не боги, они просто его проявление, его воплощение, чтобы он мог вмешаться в историю творения. Солнечный бог – это часть Неб-эр-Джер, часть великого бога. И дальше по классической религиозной мифологии этот солнечный бог начинает из себя, сам себя оплодотворять и тем самым производить других богов. Бога-мужчину, бога-женщину. И потом эти боги рождают других богов. И так начинается наша с вами история человеческая. Таким образом творится мир и создаются боги. То есть, говоря более буквально, наше бытие. Наш мир творится посредством того, что самый главный Бог разделяет себя на части. Он как бы отделяет от себя части себя. И каждой этой части дает как бы разные проявления, свои особые основные функции. И только после этого мир начинает работать, начинает жить, начинает полностью функционировать. Если говорить еще более простым языком, это как какой-то механизм. Каждая деталька, каждая шестеренка запускает работу механизма. Мотор запускается. Какая-то деталь поломалась, то мотор плохо работает. Работает, но плохо. Давайте подключим немного воображения. Используем метафору. Представьте, вообразите, что главный Бог находится как бы за границей нашего мира. Он, когда творит мир, то как бы появляется такой типа полупрозрачный пузырь, идеально круглый. Помните, что древние греки считали, что круг – это самая идеальная геометрическая фигура? Кто-то уже понимает, к чему я веду? Помните, вначале я показывал вот такой чрезвычайно популярный сюжет в живописи в эпоху Ренессанса. И вот появляется эта сфера, пузырь. Это наш мир, мироздание. И Бог как бы просовывает свои творящие руки внутрь этого мира, внутрь этого пузыря. И его руки что-то в этом мире делают, что-то подправляют, что-то исправляют. Он через разные воплощения, например, человеческое тело Иисуса, через разных там пророков, через книгу, Библию, он осуществляет как бы творение мира, запускает определенные функции. И вот эти самые как бы руки Бога, человеческое мышление принимает за богов. Боги Древнего Египта – это что-то вроде ипостаси. В христианстве есть один самый главный Бог, Бог-творец, который создает этот мир. Вы знаете, да? В молитве «Отче наш» люди молятся Ему. Но есть ипостаси Его, Его проявления в этом мире. Эти ипостаси мы называем там Троицей. Иисус Христос – это Его ипостась. Да? Бог Отец, Бог Сын, Святой Дух и так далее. Это одно из проявлений творящего главного Бога здесь, на земле, в этой нашей истории и в нашем времени. Иисус Христос – это главный Бог. Но этот Бог в Библии, помните, Он молится главному Богу, Всеотцу. В саду, перед тем, как Его распяли, да, Он настолько был напуган, настолько боялся то, чего Его ждет, что аж кровь вместо пота шла, да, вот настолько вот паника была.
И он молится Всеотцу, который создал этот мир. Но Иисус Христос – это и есть этот главный творящий Бог. Это Его ипостась, это один из Его образов, один из Его проявлений в нашем мире, с помощью которого Он, скажем так, адекватно вмешивается в историю человечества и исправляет ошибочки, направляет человечество, их мышление на путь истины. Понимаете принцип, да? Кто ориентируется в богословии христианских, то должен понимать. Просто это другая тема, я не хочу тратить на нее время, чтобы объяснять ее. Надеюсь, многие в теме. В Древнем Египте тот же самый принцип. В начале лекции мы говорили, что фараон Эхнатон, который создал религиозную реформу, он ввел культ одного бога, культ Атона. Вот его изображение, наверное, знакомое вам. Мы видим идеальный круг. Это солнечный диск, который находится за пределами нашего мира. И от этого бога исходят лучи, которые имеют форму маленьких рук. Это самый главный бог, который творит мироздание, проникая этими лучами, как бы своими ручками, в наш мир и создает для нас, людей, благо, добро. Ну а большинство людей, как вы понимаете, они не образованы, да, вот имеется в виду рабочий класс. И они считают, что каждая вот эта солнечная рука – это отдельный бог. И дают каждой этой руке отдельное имя. И строят отдельный храм, молятся им, хотя все это по факту один бог, который просто разными как бы ручками проникает в наш человеческий мир. Вот так кратко в одном изображении вся египетская мифология для касты жрецов и фараонов. Кто-то может здесь поумничать и сказать, что эта теория – это всего лишь свое личное толкование. Но дело в том, что это подтверждается некоторыми египетскими эсхатологическими представлениями. Что такое эсхатология? Эсхатология – это учение о конце мира, да, мифология о конце мира. И египетский мир создается как бы разделением Бога на части, на разные функции, да? Но вы же понимаете, что это не в прямом смысле. Это язык символизма. Это как бы метафора, чтобы хоть как-то дать нашему сознанию понимание этих вещей. Бог, Он абсолютен. Он непостижимый для человеческого сознания. И дальше в мифологии после творения мира, в самом конце мира все боги соберутся вместе. Поэтому у них вот эти синкретические божества. Ну, допустим, Амон-Ра, да, Осирис-Ра, вы слышали, да, когда два бога соединились и соединяются их имена. Из-за одной своей функции они легко переходили в другую функцию. Что такое термин религиозный синкретизм? Это соединение разных и даже противоположных вероучений и культов. Если вы слушали мои лекции по мифологии Египта или какого-то другого преподавателя, то вы явно замечали кое-какие странности, кое-какие нелогичные вещи. Когда, например, два бога, вроде бы кровные враги, но местами они вдруг почему-то какие-то лучшие друзья. Да? И такое постоянно в египетской мифологии. Или там несколько богов, разных, но каждый из них отвечает за одну и ту же функцию. Противоположные боги, но отвечают за одну и ту же функцию. Бывает вот такая путаница немного, вы явно ее замечали. Но когда глубже изучаешь мифологию Египта, то все нормально. Все видится очень логично. Гармония начинается нащупываться. Так вот, в конце творения мира все боги собираются и соединяются. Даже боги, которые по мифологии хотят друг друга просто уничтожить самыми ужасными способами, настолько они ненавидят друг друга, да? Но даже такие боги, они в конце мира собираются как братья и соединяются друг с другом. И они делают это очень и очень легко. Они легко соединяются, потому что все они по сути одно и то же, разные воплощения одного главного бога, который создает этот мир. Просто они разные проявления ипостаси. В текстах саркофагов
сказано в царских гробниц, когда соединяются все боги, то останутся только два великих бога. Ну, вы, наверное, слышали это, да, знаете, читали. Это бог воскрешения из мертвых, Осирис. Это бог солнца, творец мира, Ра. И они, внимание, воссядут на один престол. То есть эти два главных бога затем тоже соединятся. В результате восстановится вот этот главный бог, которого условно называют как Неб-эр-Джер. Это так, кратко объясняется монотеизм Древнего Египта, который был доступен только фараонам и особой касте жрецов. Потому что он пишется в глубине религиозных текстов, потому что обычному простому пролетарию лень читать, изучать, анализировать священные тексты своей религии. Да даже если и будет читать, то далеко не каждый поймет. Да? Вы же знаете эту тему. Заставь дурака Богу молиться, и он лоб разобьет в поклонах. Как сейчас, так и тогда. Вы сами все это видите в христианстве, как там некоторые священники, патриархи освящают военное оружие, которое создано для того, чтобы убивать людей, да, и которые призывают к войне и все такое. Это что вообще такое? Это полностью нарушение заповедей, это переворачивание вверх ногами христианского богословия. Это наглое искажение. И верующие, как мы видим, не против, верят в этот абсурд, потому что они не знают, что написано в книге, не знают, что говорил Иисус Христос. В общем, вы все поняли, ничего нового, люди не изменились. В Египте то же самое. Мы в текстах видим, если нырнуть глубоко в них, то мы видим, что прямо говорится о монотеизме, о едином Боге-Творце. Но этого, конечно, не видно, если мы смотрим на Бога через все эти разные культы, как в христианстве. Если мы будем смотреть на Бога через все эти золотые иконы, через все эти культы бесконечных мучеников и святых, то мы затеряемся и самого главного Бога, Творца, не увидим. Да? Но если вы будете изучать глубоко египетское богословие, египетские священные тексты, то вы начинаете это видеть во всем. Вся эта запутанная мифология разных богов в Египте, там их сотни этих богов, то чем серьезнее у вас будет подход, тем больше вы будете видеть эту мысль. Она не всегда на поверхности, но ее можно легко доказать. Причем доказать логически, прямо вот по тексту следуя. И некоторые известные египтологи доказывают это, пишут дипломы, диссертации. Ну, например, самый популярный – это современный известный египтолог Эрик Хорнунг. Есть у него очень хорошая книга, называется «Концепция Бога в Древнем Египте. Один и много». Ее можно купить в электронном формате на английском языке. В описании под видео я оставлю название книги на английском языке. Кому интересно, сможете ее нагуглить и купить. Насколько я знаю, ее на данный момент на русский язык не перевели. Она подробно отвечает на вопрос, и она показывает, что все-таки был монотеизм в египетском богословии. Бог один, но у него были разные проявления, разные ипостаси. Прочитав эту книгу, вы поймете, почему для египтян не было совершенно никаких проблем в том, что боги постоянно меняли свои функции. Из-за одной своей функции они легко переходили в другую функцию, прям так внезапно. Пара богов могут соединяться, и соединяются их имена, да, типа два бога соединяют два имени, там, ну, допустим, Амон-Ра, да, Осирис-Ра, вы слышали, да, когда два бога соединились, и их два имени тоже начинают вот слипаться, соединившись, да. Вот вся эта путаница у вас развяжется очень быстро. Хотя, я думаю, уже после этой лекции у вас уже должны проясниться некоторые недопонимания в египетской мифологии. А кто не хочет читать эту книгу на английском языке, но хочет иметь логическую структуру их мифологии, понимать ее более четче, тот может оформить спонсорскую поддержку моего YouTube-канала и посмотреть доступные спонсорам лекции из моего базового курса по мифологии Древнего Египта.
На лекциях я анализирую их мифы, мы читаем тексты, раскладываю все по полочкам. Главные вот эти египетские мифы, которые расширяют наше миропонимание. Я там показываю взаимопроникновение христианской религии с современной нашей культурой, связи тоже подсвечиваю. Некоторые вещи в ней просто нет в русскоязычном пространстве. Аллора. Итак, после всего сказанного, можем ли мы сомневаться в том, что Древний Египет имел концепцию одного единого Бога, Бога-творца, то есть монотеизм? И при этом мы еще с вами даже не анализировали мифы, в которых это прямо показывается. А это основные мифы, да, на которых строится вся ось всех мелких мифов. При этом мы еще даже не читали тексты особо, тексты пирамид, тексты царских гробниц. Мы только парочку цитат взяли. Но тем не менее, сейчас многие люди думают, что в Египте было много богов. Но, честно говоря, это временно. Со временем этот стереотип будет полностью разрушен. Потому что наука египтология, она на месте не стоит. Мы делаем новые находки, новые переводы. Сама богословская мысль, анализ растет, развивается. Другое дело в том, что некоторые люди получают это с опозданием. Ну, например, страны Восточной Европы, славяне, да, там украинский язык, русский язык, он получает с большим опозданием новые исследования. Сначала выходит исследование на английском, немецком, да, итальянский. Это языки, которые прям очень сильно изучают египтологию, самые большие музеи. Они выпускают книги, и только потом их переводят на другие языки. А перевод таких книг, он тоже не за месяц делается. Это нужно пару лет. И то, если государство проспонсирует. Да, конечно, еще некоторые книги спонсируют частные бизнес-организации, но не всегда, потому что не всегда уверены, что это окупится. Да, это все-таки узкая направленность. Намного проще спонсировать книги, такие общепопулярные, но общепопулярные, они же не особо качественные. Вот такие вот исследователи, которые я говорил ранее, я оставлю ссылку в описании, они переводятся, нужно много финансов и времени. Поэтому, если вас интересует египтология, качественные знания, то изучайте английский, немецкий, итальянский. Иначе здесь никак. Иначе вы будете получать очень запоздалую информацию на несколько лет спустя открытие каких-то либо новых исследований. Помимо этого, серьезные богословы, христианские в том числе, при глубоком изучении Древнего Египта, они приходят к такому же выводу, что в Египте действительно существовал монотеизм. Стереотипное мышление о том, что в Египте было многобожие, происходит из, скажем так, простого народного сознания. Это сознание можно привести к адекватности только путем вопросов. Метод Сократа. Да? Помните, вначале я ставил вопрос. Поэтому здесь тоже нужно таким людям задавать вопрос. А ты кому молишься? А ты поклоняешься кому? Богу-творцу, который все создал, создал наш мир? Или ты поклоняешься духам? Молишься и просишь благодати у кого? У всяких святых, мучеников, у всяких там букашек? Вот я, например, живу в столице, 21 век, гуляю по парку и вижу часто, как некоторые люди в парках обнимают деревья. Есть такие, знаете, специальные места силы почти в каждом парке, где если обнимать деревья, то, как считают эти люди, ты наполняешься исцеляющей хорошей энергией. А некоторые еще даже такие эзотерики, да, говорят о том, что деревья могут поделиться с тобой своей мудростью. Понимаете, да? Несмотря на то, что мы живем в 21 веке, народу, простым людям крайне необходимо вот это магическое мышление. Если они этого не находят в реальном мире, то они уходят в нереальный мир. Читают книги, фэнтези, сказки, да, даже взрослые люди. Играют в видеоигры с волшебниками, где есть магия, вот это магическое мышление. Где они находят поддержку своей психики. И они проектируют это на реальные вещи. Ну, кто-то там на богов, кто-то на деревьев и так далее.
я немного отклоняюсь от темы, но я отклоняюсь от темы в тему, да. Я просто хочу, чтобы вы больше поняли проблему эту с Древним Египтом. И чтобы вы более правильно понимали мифы, когда вы будете читать. Представьте себе, вот вообразите, случился какой-то катаклизм. Ну, например, ядерная война. Да, вот сейчас война в Центре Европы, есть большая вероятность этой. И представьте, что после ядерной войны большая часть цивилизации просто исчезнет. Вот прямо как Древний Египет, да. Спустя пару тысяч лет мы изучаем его, пытаемся изучать его религию, да, раскапываем. И вот представьте, прошло несколько тысяч лет, будет вместо нас новая религия, будет новый язык, новая технология, и исследователи будут изучать руины нашей с вами западноевропейской культуры. Археологи будут раскапывать наши христианские храмы. И что они будут находить? Они будут находить Библию, в которой Бог всем доказывает, что Он один Творец. И все, больше никого кроме Него нету других богов. И в то же время археологи, исследователи, они будут находить миллионы икон святых и мучеников. Причем не просто иконы, а золотые иконы, бриллиантовые иконы, алмазные иконы. Вы же прекрасно понимаете, что в офисах вот этих вот патриархов, особенно православных, да, там из таких драгоценных материалов кресты, иконы, что, мамма мия, верующим людям, которые жертвуют им последние деньги, последние там копейки бабушки с пенсии, лучше даже не знать, из каких драгоценных металлов там это все, чтобы лучше спать. И помимо этих драгоценных икон, у них есть молитвы, обращения специальные к этим святым. И там еще скульптуры, памятники, алтари специальные, все для чисто мучеников и святых людей, да. И все исследователи подумают, что они подумают, когда они будут на это смотреть все. Они будут думать все так же само, что говорилось в этой лекции. Ученые, которые будут изучать глубоко Библию, изучать язык библейский, оригинал, да, они будут понимать, что в христианстве был только один Бог, Бог-творец. А остальной простой народ, смотря на вот эти культы святых, которым молились, они будут смотреть и думать, что это были боги, реальные боги, что мы молились богам, да. А если еще взять искусство церковное с изображением всех этих вот демонов, дьяволов, кровь Бога из вина, которые пьют на литургии, то такие там теории напридумывая, да. Ну, то же самое мы видим и сейчас. Некоторые придумывают такие теории, что мамма мия. Еще плюс добавьте культурные различия. У европейцев Иисус имел классическое белое лицо, а в Африке Иисус на иконах изображают негром. В Китае он китаец, да. И когда исследователи будут все это изучать, что они будут думать? Понимаете, да? Вот я просто подсвечиваю, чтобы вы понимали, как нужно вам смотреть на мифологию Древнего Египта. Об этом просто мало кто помнит, когда приступает к изучению. И поэтому он часто путается, да, потому что иногда бывает в одном городе такое изображение Бога, в другом городе совершенно другое и так далее. Еще один момент для того, чтобы пейзаж древнеегипетской мифологии у вас был более полный, более правильный. Возьмем, например, имена древнеегипетских богов. Вот имена их – это, по сути, не имена в нашем с вами современном понимании. Имя Бога в Древнем Египте – это не имя Его. Это что-то, что означает Его функцию. Каждое имя Бога имеет свой перевод. Каждое имя – это всего лишь проявление Бога в человеческом мире. Его функция, да, что Он делает, описание Его бытия. Ну, например, Бог Птах. Он переводится с египетского как скульптор. Бог Гор переводится как тот, кто находится высоко, или просто высота неба. Бог Амон переводится с египетского языка как незримый, тот, кого не видно. То есть Бог, которого невозможно описать, потому что его никто никогда не видел. Понимаете, это не имена, это описание
проявление Бога, либо описание Его функции. Понимаете? Имя Бога открывает нам Его особые силы, которые проявляются в нашем с вами мире во время творения этого мира, да? Потому что боги, они же не просто сидят, они что-то делают для творения мира, для создания его. Имена дают нам немножечко понимания сути. Еще кое-что вам здесь важное напомню, вы это знаете, но забыли. Это еще с библейской культуры, что имя Бога, оно скрыто, не только имя. Вообще имя настоящих там духов, вещи, оно всегда скрыто, потому что если ты узнаешь настоящее имя Бога, либо духа, либо какого-то существа, неважно, то ты познаешь его, ты обретаешь над ним силу, да, вот это старое, древнее, архаичное верование. Вот именно поэтому мы с вами не можем знать имена древнеегипетских богов. И у египтянов это тоже была вот эта культура, у них имя вообще было сакральным. Вы знаете, вот египтяне даже когда хоронили друг друга, и, допустим, у вас был знакомый какой-то плохой человек, да, что-то плохое вам в жизни сделал, и он умер, и вы можете прийти на его могилку и просто взять там молоток и сбить его имя, да, затереть, отбить. И это считалось самым ужасным грехом, который человек может сделать против другого человека. Можно было даже пригрозить там своему обидчику, сказать, вот когда ты умрешь, я твое имя сотру с твоего надгробия, и все, человека будет дергать от страха, да, потому что это считалось очень плохо. Без имени человек не смог бы продолжить свою будущую жизнь в загробном мире, поэтому имя для них было сакральным. И имена богов настоящих, они не могли открыто говорить. Поэтому все имена, которые мы вот эти знаем, названия богов, это всего лишь их проявление. Не забывайте об этом. Андьяма аванти, идем дальше. Имена богов, условно имена, они не приближают нас к пониманию, познанию его сущности. Имя Бога – это одно из проявлений в мироздании, в нашем с вами мире, того самого единственного Бога, Творца, который через разные свои проявления, свои ипостаси, да, создает мир. Вот как в этих изображениях, которые я показывал. Запредельный Бог, круг как символ идеальности, своими руками как бы проникает в человеческий мир. Запомните это. В Египте боги не противоставляются друг другу, потому что все они – это один Бог-творец. Я вам уже приводил цитату с текстов, где говорится, что Он всегда один единый, просто у Него разные имена. И в определенных обстоятельствах творения мира, да, в разных его функциях Богу, Творцу приписывают разные имена. Это приводит людей, простых людей, в заблуждение, что в Египте очень много было богов. Ну вот как Святая Троица в христианстве. Бог Отец, Бог Сын и Святой Дух. Кто-то еще Богородицу добавляет сюда, потому что благодаря ее исключительной духовной чистоте Бог Сын смог родиться именно у нее. И с этим даже сейчас у многих христиан есть проблемы. Есть очень много сект, церквей, которые вот доказывают, что Дева Мария должна быть в этой Троице. Да? То есть уже получается не Троица, а Четвероица. И это огромная проблема для христианства. Но вы сами все это знаете, что очень много церквей, очень много сект и очень много верующих, которые предпочитают верить в другое толкование Библии, в другое толкование Бога. Да? Одна религия говорит, что Иисус был получеловеком, полубогом, другая говорит, что Он был полностью Богом, третьи говорят, что это был человек, пятые говорят, что это просто был пророк и так далее. То есть вы это все знаете, я не хочу на этом останавливаться. Я просто вам привожу пример, что в Древнем Египте было все точно так же самое. Люди за 2000 лет, за 3000 лет, за 4000 лет, они особо не изменились. Поменялись просто технологии, а ум, мозги, мировоззрение, мироощущение, как мы видим по людям, которые обнимают деревья в парке и получают от них энергию и мудрость, не изменились. Но жрецы все-таки пытались простому народу объяснить, навести
их на путь истинного правильного мышления, жрецы для этого использовали такой прием определенный. Некоторые имена Бога они соединяли при письме. Например, на стелле фараона Тутмоса IV написано: «Посмотри на меня, узнай меня, сын мой, Тутмос. Я твой отец, я Гор, и я Хепри Ра Атум, который даст тебе царство на земле, и ты будешь царем всех живущих на ней». Видите, как жрецы в этой цитате дают понимание простому народу, что есть один главный Бог, а все остальные боги – это и есть Он. Это просто разные Его имена. И мы такое часто встречаем в разных текстах и на разных камнях, стелах фараонов. Потому что простым людям, им это сложно. Им нужно постоянно это объяснять, им нужно постоянно это напоминать, разжевывать. И, кстати, когда жрецы соединяют имена нескольких богов, напоминаю вам, это синкретические имена. Например, когда они соединяют 3 богов в одного бога, например, Птах, Сакар, Осирис, или 2 богов, Ра, Осирис. Если будете читать мифологию Древнего Египта, то вы будете это часто встречать. И вот когда вы будете это встречать, я подчеркиваю, напоминаю вам, запоминайте, внимание, они не используют при этом множественное число. То есть даже чисто в грамматике языка они говорят о том, что это один Бог. Да, они не используют артикли, либо окончания множественного числа. Они пишут 3 богов как в одном роде, да, что это все это одно соединенное существо. Запомните, это очень важный момент. А в некоторых папирусах даже соединяют 5 имен богов. Например, там есть такие тексты, как «Слава тебе, хвала тебе, Амон-Ра, Атум-Гор, Ахти» и так далее. Это может быть 5 богов, и все они грамматически в одном числе. И это начинается не с эпохи Эхнатона, который решил сделать религиозную реформу и заставить всех верить в одного бога. Я чуть позже, чуть-чуточку приоткрою вам занавесу причины, почему он этого попытался сделать. Чуть позже. Эти все идеи, которые он пытался официально узаконить, это все было в египетских текстах задолго до него. Это еще были сотни и тысячи лет. Вот еще пример из Лейденского папируса. Жрецы пишут, обратите внимание на формулировку: «Всего богов 3 – Амон, Ра и Птах. И нет среди них второго. Скрытые называют его именем Амон. Он Ра, он своим ликом Ра, а телом своим он Пта». Смотрите, как они, жрецы, пишут имена 3 богов. И при этом они добавляют, что нет среди этих 3 богов второго бога. Это как? Это что за логика? Потому что читать нужно не буквально. Это не имена богов, а их проявление в нашем мире, их функция. То есть, давайте более подробнее. Там говорится ликом, лицом он Ра, потому что солнце светит. Его тело – это Пта, потому что это бог-создатель, скульптор. Все живое, оно происходит из земли. Земля дает жизнь, еду, вся наша жизнь на земле. Поэтому тело его – это Пта. Ну и Амон, потому что он на самом деле незримый, он невидимый, мы не знаем, как он выглядит. Кто-то знает, как Бог выглядит? Никто не знает, он скрытый ото всех. Никто не знает, как он выглядит и как его зовут. Да, понимаем это. Простые люди, у которых мышление не особо развито, они воспринимают все буквально. Вот, например, я в своей вводной лекции про шумеров, ссылку оставлю в описании, пошутил, чтобы, знаете, резко закрыть одну тему и сразу перейти к другой теме. Я использовал для этого стандартный риторический прием, что типа там шумеры картошечку на огород кидали. Это скерцо, то есть шутка, а вот вся эта чернь, она начинает меня в комментариях хейтить, что типа какой я необразованный, что говорит, что у шумеров картошка была, что типа они выращивали. Они не понимают, что это всего лишь шутка. Я даже там в видео заулыбался, своим всем видом показывать, что я шучу. Они не понимают, им не доходит.
Ну, потому что у плебеев неразвиты мозги, неразвито мышление. Они воспринимают информацию буквально, как примитивные роботы, как примитивные алгоритмы. Почему примитивные? Потому что сейчас даже искусственный интеллект понимает такие шутки. А вот такие простые люди, простые египтяне, они считали реально, что Солнце вот на нашем небе – это реально Бог, да, живое существо. Даже сейчас есть такие дикие неразвитые племена в разных странах, которые показывают на Солнце и говорят, что это Бог. Да, вот культ Карга, знаете, да, есть, напомню, кто забыл, когда аборигены видели, как в небе летает самолет, наш с вами современный, и этот самолет привозит им какую-то гуманитарную помощь, да, в эти отсталые страны, племена, то они начинают думать, что это боги, да. Они начинают строить чучело самолета, и они начинают молиться этому чучелу, приносить ему в жертву там подарочки, вот это все подношения, делают иконы и молятся, чтобы самолет в следующий раз прилетел и принес им определенные подарки, да. И это не где-то там в прошлом веке, 1000 лет назад. Это вот сейчас есть такие племена, отставшие. Идем дальше, идем по теме. Но сами египетские жрецы прекрасно понимали, что Солнце – это всего лишь символ Бога. Мы это видим по их текстам. Солнце – это символическое, художественное, зримое выражение сверхчувственной, или, как любили говорить греческие философы, умной сущности, той сущности, которую только нашим своим умом мы можем помыслить. Это искусство. Вот я показывал вам эти христианские манускрипты и мозаики, где рука Бога входит в наш мир, в нашу полупрозрачную эту сферу, да, и что-то там показывает людям, подсказывает, опускает Святой Дух на людей, дарует пророкам возможность говорить на разных языках, да, или там Библию вручает, страницы Библии, благую весть вручает и так далее. Разные сюжеты. Мы же понимаем, что это всего лишь символ. Бог не просовывал в реальности свою руку в наш мир и что-то там вот огромная рука из неба. Нет, это символические. И вот этот символ главного Бога, который Эхнатон выбрал для изображения главного единого Бога, Творца, он такой же чисто символический. Лучи Бога показываются как руки, и само Солнце, оно круглое, идеальное. Это все символическое изображение. Идеи богословия в изобразительном искусстве. Но обычные люди понимают это буквально, да, там, что Солнце это реально какое-то там живое существо, и у которого много рук, и оно лучами там гладит людей, природу и так далее. Вообще Солнце и Бог – это невероятно древний символический образ. Задолго до Древнего Египта во многих культурах на разных континентах. Почему? Это очень легко объяснить. Солнце дает жизнь, дает свет, тепло и даже дает огонь. Если мы с помощью разных инструментов управляем его лучами, то мы получаем костер. Костер на земле, само пламя, да, это символические, очень похожие образы. Не только в искусстве, но и по смыслам. Солнце, оно рассеивает тьму. Костер, факел, в целом огонь, он рассеивает темноту, тьму. Это все символы победы добра над злом. Свет побеждает тьму. Ну и сам огонь от костра, от свечки, от факела, он поднимается своими языками пламени к солнцу наверх. Все идет наверх, к небу. И при этом солнце, оно дает свой свет на землю. То есть, если переводить язык египетского богословия, язык религиозного символизма, то солнце как бы отдает себя, чтобы наш с вами мир, помните миф, что Бог-творец разделяет себя на части, чтобы его части творили наш земной мир. Вот вам корни происхождения. А затем в конце мира, когда все умирает, когда все умершие будут покоиться, то все эти части Бога, они вернутся обратно к Богу, соединятся. Вот вам образ огня, пламени, который всегда тянется вверх, как бы к солнцу, да, чтобы соединиться с ним. Получается по этой формуле, что подобное стремится к подобному.
С этим понятием, думаю, мы с вами разобрались, да? Но помимо этого у Солнца есть еще одно свойство, еще одна функция. Когда Солнце умирает, то оно возрождается, как птица Феникс. Тот же самый образ. Огненная птица сгорает, и затем из своего черного, темного пламени, как бездна, мгла, он вновь возрождается. Маленькая огненная птичка, да, появляется в этом горке пепла. Не случайно именно горка пепла используется в искусстве. Чуть позже сейчас поймете почему. Это очень красивый, очень элегантный такой символический ряд. В общем, птичка эта маленькая возрождается, растет, взрослеет и опять сгорает, да? Повторно повторяется этот цикл, вы это знаете. Каждый день Солнце умирает на западе. И, то есть оно уходит вниз горизонта. Издали, вот если смотреть, да, мы смотрим как на этот пейзаж, да, вечерний. Это кажется, будто Солнце, оно опускается под землю, да. Наступает ночь, темнота, холод, опасность. Спустя время, каждое утро Солнце опять восходит. И оно как бы воскресает, да, и опять дает нам свет, тепло, безопасность и жизнь. Наши цветочки опять в саду начинают расти, травка начинает зеленеть, овощи и фрукты созревать. Знаете, да? Если вы купили на рынке помидоры зеленые, кислые, и они еще не доспели, то, как говорит моя мама, положи их на подоконник возле солнца, да, чтобы солнце на них попадало. И тогда они быстрее созреют и станут вкусными. Как вы понимаете, обычные простые люди думали, что Солнце – это реально Бог. Но египетские жрецы, да и не только египетские, потому что, читая мифологию других культур, мы встречаем тот же принцип. Жреческая каста, более интеллектуальная, да, она все понимала, что Солнце – это всего лишь символ, что это не Бог. Это всего лишь символ, через который человеческий ум путем созерцания и размышления приходит к пониманию богословских важных вещей. Вы же знаете, да, что астрология древних цивилизаций, она была прекрасно развита. Они знали, что звезды – это планеты, которые двигаются по одинаковой траектории. Они все это разбирали, они все это знают. Жрецы, по крайней мере. Понятное дело, что обычный пролетарий, который работает на огороде, он таких вещей, ну, не знает, да, там некоторые из них, потому что тоже не все же пролетарии прям такие тук-тук-тук, да, а есть вполне образованные, умные, понимающие люди, но это, как правило, единицы, меньшинство. Просто, чтобы вы не думали, что я так прям свысока, а то может казаться, будто я свысока, так это я просто даю, возможно, местами даже грубо, да, просто для того, чтобы вы более понимали проблематику эту. Но все это очень трудно для понимания простых людей. Да даже когда интеллектуалы все это читают, богословы друг с другом, философы друг с другом как воюют, когда доказывают какую-то идею, да. Разное понимание, и нету здесь определенной какой-то правды, универсальной истины. Ну, есть, но к ней добираются через споры, много интеллектуальных проблем. Да, Иисус Христос и его ученики, как они жестко спорили с греческими философами, доказывая свои идеи, тоже проблема. Инсомма, в общем, жрецы как могли, простыми примитивными словами, простыми примитивным толкованием, как могли, давали объяснения верующим людям об устройстве этого мира. Кто способен мыслить дальше своего вытянутого носа, они понимали это в текстах, да, фразы, которые все объясняли, как мы с вами вот смотрели только что. Дальше. Откуда идея у египтян, что в конце мира боги будут собираться в одного бога? Помните этот миф, да, что боги собираются, и на престол воссядет только один единый Бог-творец. Я, когда говорил об этом, я не дополнил еще одну мыслью эту логическую цепочку в формуле. Лучи солнца для природы, они целительны, как вы знаете, да? То есть растения перерабатывают лучи солнца и делают из них кислород, так называемый фотосинтез, да? Чем больше мы ставим в квартире растений, тем больше будет кислорода, тем больше свежий воздух будет, да? Если солнце на них светит. И плюс плоды созревают, растения, цветочки, они тянутся к солнцу, да? Вы где-то, если
Ну, девушки это хорошо знают, да, где-то в уголке поставить свой цветочек, и растение начинает тянуться, да, оно может вытягиваться прям очень красиво, да, удивительно, вытягивается туда, где есть, куда туда, где падает пятно солнышка, да, вот они тянутся, будто инстинкт какой-то. Вот в этом всем есть еще одна идея, что солнце собирает все воедино, что благодаря ему хаос, беспорядок становится собранным, собирается в одно целое. Есть земля черная, да, хаос, грязный. Или там, например, бурьян, некрасивая трава, крапива, которая жалит нас, да. Вышли в парк в шортиках, в юбочках и ножки кусает, да, знаете. Природа такая вещь опасная для людей. Но вдруг, благодаря солнцу, в этом всем грациозно вырастает какое-то дерево. И это дерево собирает в себя все соки жизни и дает нам с вами очень красивый плод, в котором как бы собрано все и сжато в одно. И в нем, в этом плоде, да, вся жизнь, все витамины, все минералы. Ну, речь идет о персике, яблоко, виноград, банан, кокос. Ну, вы поняли, да, откуда эта мысль, что солнце – это то, что всего себя отдает нам. Из себя начинает все, сам себя оно оплодотворяет и производит богов. Разделяет себя на части, как бы на разные функции. И в конце, перед смертью, собирает в себя все обратно, чтобы вновь все это отдать. Да? Беспрерывный цикл и разные функции происходят через это деление. Ну, чуть раньше я говорил, объяснял это, просто сейчас это более так детально. Поэтому, если говорить еще более серьезнее, то каждое живое существо – это отражение солнечного Бога. Во всей Вселенной мы с вами взаимосвязаны взаимным влечением. Наша с вами еда, одежда, все, что мы имеем с вами, даже само наше тело, это по сути разная трансформация солнечных лучей. Вы знаете, да, если человека, допустим, спрятать в пещере, и он будет там жить без солнца, то это будет очень нездоровый человек. Он не сможет ходить, да, витамин D не сможет кости получать, бескостными такими становятся и так далее. Ну, вы это все знаете, биология. Получается, мы здесь можем задать вопрос, как Сократ, да? Что такое вот этот солнечный луч, который светит и который все дает, и который все забирает, а потом опять отдает? Что это за источник? Что это за энергия? Что это за сила? Что это за свет? Другим языком, христианским языком. Это любовь и забота Бога. И к этим солнечным божественным лучам тянется все живое, все, что может чувствовать, все оно тянется к Солнцу, к любви, источнику любви. И природа, и планеты, и человек. Эту идею каждая культура, каждая религия, каждый социум объясняет на своем языке для разных социальных групп. Да. Есть фараоны, жрецы и простой там человек, да, которому все это неинтересно. Там. Ему нужно более примитивным языком, другие образы. Вот этим мы можем попытаться себе объяснить, почему мифология Древнего Египта говорит, что в конце останутся только два главных бога. Это солнечный бог-творец Ра и бог воскрешения из мертвых Осирис. Видите, как это элегантно подается. И затем эти два бога воссядут на один престол, в котором соединятся в одного бога. Да? И вот здесь чувствуете, как Ураборос зашевелился. И вновь новое творение, новый цикл, новая вспышка света. В религиозных текстах Египта эта идея присутствует. Например, книга «Врат» – это заупокойный текст Нового Царства. Есть там такая фраза «Великий Бог, который не знает саморазрушения». Речь в этом тексте идет о Ра-Гор-Ахти, то есть три имени Бога в одном. Ну, это уже один соединенный Бог, который уже соединяет в себе других богов. Ну или, более говоря простым языком, более точно, самого себя уже соединяет в себе. Да? В нашем мире все
спустя время оно разрушается. Весь мир спустя время он распадается. Абсолютно все. Все умирает, все кончается. Все имеет свой предел, кроме Бога. Вот этой неизвестной нам силе. Мы не знаем, что это. Мы даем название этому Бог. А простые люди, обычные необразованные, наделяют этого Бога человеческими или животными формами. Как люди изображают Бога, как дедушку с белой бородой и в белой одежде. Но это же не так. Почему мы его так изображаем? В Древнем Египте то же самое. Народу надо как-то объяснить, простому народу. Вот поэтому и там тоже для обычных людей боги очень и очень человекоподобные, но сами жрецы, мы видим это постоянно в текстах из гробниц царей, они прекрасно все понимали. Простые, обычные люди, они создают Бога по своему подобию. Люди даже роботов создают по своему подобию. Люди наделяют Бога человеческими качествами, человеческим видом. Но мы же понимаем, что это совершенно неправильно, что это не так. Еще помните Евангелие, голос уже садится, Марка 9:3. Помните, когда Иисус Христос преобразился? Он пишет, Марк, что Иисус взял своих учеников на гору, и там Иисус на горе, он преобразился, то есть он засиял, как солнце, его одежда стала блестеть белой. Она была настолько белой, Марк пишет, что ничего в мире не было белее его белой одежды. А что это такое? О чем здесь говорится в Евангелии? Я не буду сейчас объяснять теологический смысл, богословский. Это другая тема. Я скажу только то, что это символизм. Но какой это символизм? О чем этот символ? Здесь хочу обратить ваше внимание, что египетская мифология имеет очень похожий сюжет. Есть первая точка материи, земной тверди в мифологии Древнего Египта. Это та самая точка на вершине горы, куда главный бог-творец спустился или поднялся, это смотря с какого ракурса смотреть. Главное здесь то, что вершина холма, запомните это. И в этом месте Бог начал размышлять о том, каких богов создать, для каких функций, какие будут у них проявления в нашем мире, то есть их ипостаси, где Бог замыслил творение мира, замышлял. Египтяне называли это место специальным словом, как Бен-Бен. Слышали? Если не слышали, то точно вы его видели. Это первый сияющий холм. Некоторые египтологи говорят, что этот Бен-Бен связан со словом «сияющий», подобно солнцу. Согласно мифологии, это место на вершине холма. Это то самое место, куда упали первые лучи солнца. Поэтому египтяне, жрецы, чтобы помнить об этом, чтобы простой народ постоянно об этом вспоминал, чтобы напоминать ему, потому что он быстро забывает об этом, жрецы делали специальные вот такие вот треугольные камни, как символ напоминания истории. Они их делали из золота или просто позолоченные. Они ставили эти треугольные камни на верхушки пирамид, обелисков, то есть на кончик самой высокой вещи. В текстах пирамид рассказывается, что бог Атум поднялся как Бен-Бен. Эти идеи, вот этот образ, он очень древний, и он встречается в разных культурах. Даже у нас с вами в народе он до сих пор есть. То есть представляете, насколько он цепляется в человеческое простое сознание. Например, Рождество, Новый год. На елочку, на самую вершину елочки мы что с вами ставим? Как мы ее украшаем? Самое главное украшение елочки, это ее вершина. Это что? Звезда. А звезда это что? Это символ вот этого сияния. Потому что когда что-то сияет, сверкает, то оно сияет в форме звезды. Вы же понимаете, что мы не планету ставим на елку, Это просто символический сюжет.
Хотя, по сути, вот если говорить так между нами с вами, то вот эти игрушечки круглые, да, которые мы обвешиваем вокруг елочки, это все символ планеты, которые как бы кружатся вокруг елки, вокруг самой главной, самой яркой звезды Солнца, да. А елка посередине – это что такое? Кто догадался? Это ось мира, та самая, древо жизни. А дождик вокруг елочки, мы вот этот длинный, да, дождик называется, ну, серебряный такой, да, ну, разный цвет, но обычно серебряный. Вокруг елочки мы обвешиваем. Что это такое? Причем не вокруг какого-то обычного дерева, а вокруг вечно зеленого дерева. Вот этот дождик длинный – это ничто иное, как символический образ Уробороса. Но об этом символизме я расскажу вам на другой лекции про символ Уробороса, змеи, которая окольцовывает мироздание и кусает себя за хвост. Ссылку оставлю в описании под видео. Это очень редкий эксклюзивный материал. Очень мало кто среди экспертов расскажет вам так в деталях, как я это сделаю, потому что это один из моих любимых символов с детства. Я почему-то этот символ меня после того, как я посмотрел, точнее не после, а во время просмотра фильма «Бесконечная история», да, там на книге был символ Уробороса, когда мальчик начал читать вот эту бесконечную историю. Вот когда я в детстве увидел эту книгу, это изображение, вот что-то меня так поразило, и я начал прямо страстно изучать этот символ. Алора, немного отвлеклись. Вы сами знаете, да, что когда мы называем нашего любимого человека «солнышко мое» или человек, когда он счастлив, то мы говорим, что человек сияет как солнце от радости, от счастья. Это в целом общий образ. Все святые во многих культурах, когда они преображаются, то они начинают как бы светиться удивительным светом, да. Даже вот в народе говорят, что хорошие люди, святые люди, они как будто сияют, да. Алора, возвращаемся к нашей теме, к свету, сияющему солнцу на вершине горы, да, похожести. Образ солнца символизирует не только свет и тепло, но еще это символ отдаленности, символ чего-то, что далеко и высоко. Это символ высоты. Как пример, солнечный бог гор. Он бог неба и солнца, да, вы знаете. Это тоже один из самых важных богов в мифологии Древнего Египта. В мифологии, я бы даже правильно сказал, не мифология более точно, да, а в истории египетского мироздания, да, он принимает важное участие, одно из самых ключевых. Так вот, гор в переводе означает высота. Это тот, кто высоко в небе, да, вы помните, да, что это не имена богов, а это проявление их в этом мире, да, это как ипостась. И не только в Египте вот такой вот символический ряд. Допустим, Месопотамия. Помните, на другой лекции я рассказывал, что они всегда строили свои храмы на самой высокой горе. Они специально строили искусственные огромные горы, на вершины которых строили красивые светлые храмы, где жили их боги. И с вершины этих гор, храмов, да, боги выходили из своих храмов и что-то рассказывали людям, учили их жизни, давали им мудрость, да. То есть они управляли городом, находясь на самой высокой горе. Они никогда вниз к людям не спускались, они всегда были на этой горе, вот на самой верхушке этой точки, и оттуда что-то там вещали. Ну, жрецы некоторые и цари могли посещать, разумеется, этот храм. Ну и передавать людям, что Бог им нашептал на ушко. В общем, видите, да, сколько много похожестей. Вот так замыкается символический образ Солнца. Солнце дает свет и жизнь, и оно же забирает все, чтобы вновь дать, вновь отдать, подарить. Солнцем сияют счастливые люди и сияют святые. Своих любимых людей мы называем «моё солнышко». Да? В светлые белые одежды одеваются люди,
одеваются те, кто победил смерть, те, кто воскрес. Вот Бог в белых сияющих одеждах, Иисус Христос. Да, Он воскрес, Он был в белых сияющих одеждах. Он победил смерть своей любовью к жизни. Бог воскрешения в Египте Осирис, он тоже одет в сияющие белые одежды. Он тоже воскрес, победил смерть благодаря любви. Ну и в текстах, папирусах, в надписях на границах царских мы постоянно встречаем обращение к главному Богу. И там мы постоянно встречаем такие фразочки, очень интересные фразочки. Так чисто подумать, да? Это такие фразочки, допустим, как «ты небо и земля, ты воздух и пространство между ними, твоя сущность – это солнце, твое тело – это дыхание для каждого живого, тобой дышат, чтобы жить», то есть бытие само, да? Ты сама вечность, ты начало вечности, ты начало конца вечности. Вот эти все фразы, они нам знакомы, и мы встречаем их в папирусах. И Библия, да, вы знакомы, в Библиях эти фразы тоже другими словами, есть те же смыслы, похожие фразы. Потому что евреи были в плену у египтян и нахватались у них идей. И перефразировала их. Например, возьмем книгу «Бытия», начало. Помните, в начале Бог сотворил небо и землю. Небо и земля была безвидна. Что такое безвидно? Это египетский бог Амон. Он переводится как незримый, да? Пустая была земля. Что это? Это бог Ниау, бог ничто, пустоты, бог пустоты. И дальше идет в этой цитате тьма. Это египетский бог Кек или Кук, бог тьмы. Что там дальше идет? Дальше в цитате над бездной, да, носился. Бездна – это египетский бог воды, бездны, Нун, ну и так далее. Таких сходств с египетскими мифами о творении мира очень много, да, вот если вы будете читать мифологию сотворения мира, вот как по очереди, оно все очень так накладывается. Да и не только в мифе о сотворении мира много сходств, много других сходств. Ну, например, в Египте есть бог, который творил человека из глины, да, ничего не напоминает. Месопотамская, шумерская цивилизация, она тоже оставила свои мифы в христианской мифологии. Ой, что я такое сказал? Сейчас у кого-то бомбанет, да? Какие мифы в христианстве? Это все правда было, да? Вот как меня начали хейтить в моем видео про мифологию черной египетской кошки Бастет. Ссылка будет в описании, посмотрите, много нового узнаете. Ну, как я говорил ранее, простые люди, у них вот мозги вот такие вот, да, они все буквально воспринимают. Никто ж называет что-то мифологией, либо легендой, не говорит, что этого не было. Просто истории, описанные в Библии, они намного древнее, чем сама Библия. Почитайте книги по египетской мифологии, шумерской мифологии, изучите английский язык, немецкий, итальянский для этого, и вы увидите, сколько общего у них с древними цивилизациями. Ну или становитесь спонсорами моего канала и смотрите закрытые лекции, получайте качественные знания. И подписывайтесь на другие мои каналы. Кстати, вот недавно я создал новый канал «Психология для женщин». Смотрите лекции, смотрите рилсы в Инстаграме. Вы этим поднимете себе самооценку, научитесь любить себя и сразу научитесь вычислять любые попытки манипуляции от всяких там или мудачелу. Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этой теме по-быстрому. Ну еще закроем тему с религиозной реформой Эхнатона. Почему ему не удалось официально установить веру в одного Бога? Тоже очень быстро, коротко, такими широкими мазками и простыми словами. Эхнатон был необычным фараоном. Он был высокообразован, он обожал искусство, историю и философию. В общем, он был интеллектуалом. Не просто так мы имеем вот настолько красивые скульптуры, портреты, как его, так и его жены Нефертити и их юного наследника царского престола Тутанхамона. Знаменитая золотая маска. Во время его правления по всему Египту расцвело искусство. Это одна из самых красивых эпох с точки зрения эстетики и изобразительного искусства. Это просто, чтобы вы понимали, что этот фараон, он был далеко не простой личностью. Когда он пришел к власти, то он столкнулся с
политической проблемой. Власть жрецов, знати, она была слишком влиятельной. Как вы понимаете, простые египтяне, они особо не отличаются от современных простых людей. Что им по телевизору скажут, в то они и будут верить. Священник какой-то бред истолкует в Библии, и они ему поверят, потому что толком ее не читали. Как говорил известный вам классик: «Ах, обмануть меня нетрудно, я и сам обманываться рад». Овцам всегда нужен пастух. И в какой-то момент египетские жрецы начали плодить разные культы. Чем больше жрецов, тем больше культов, тем легче управлять. И, разумеется, тем больше золота верующие пожертвуют в кармашку. Разделяй и властвуй, как говорится. Религиозные священники в Древнем Египте имели очень большую власть и много богатства. Их влияние стало настолько огромным, что они стали контролировать даже фараонов. И, разумеется, религиозные тексты жрецы начали редактировать под себя, под свои культы, чтобы сохранить свою власть и влияние, чтобы обосновать свою власть. Фараоны ведь тоже не просто так считались богами в Древнем Египте. Фараон — это был бог в буквальном смысле. Это тоже была политическая пропаганда для обоснования пожизненной власти царя. Но жрецы стали настолько влиятельными, что даже священная власть фараона стала напоминать театр для плебеев. Авторитет королевской династии начал постепенно слабеть. Вроде есть царь, который является богом, но по факту все решения в государстве принимались жрецами. А фараон просто марионетка, говорящая голова для плебеев. И Эхнатон понял, что он либо станет пешкой в руках жрецов, смотря как они развивают многобожие и редактируют постоянно религиозные тексты под себя, под свои культы, либо он попробует поставить их на свое место. И он начал душить все эти культы, запретил многобожие на уровне государства. Он узаконил веру в одного Бога, сказал: молиться нужно только одному Богу, Богу-творцу, который создал и создает наш мир. Остальные боги – это просто его проявления. Они, по сути, не боги, они просто его проявления, его воплощение, чтобы он мог вмешаться в историю творения. Ну вот как Иисус Христос. Бог-творец не мог прямо войти в человеческую историю, все исправить и заставить людей делать то, что он хочет. Нет, он через разные воплощения, например, человеческое тело Иисуса, через разных там пророков, через книгу, Библию, он осуществляет как бы творение мира, запускает определенные функции, дает человеку самостоятельно сделать выбор. Тот же принцип с богами в Древнем Египте. Эхнатон сказал, что молиться им, создавать им всякие культы – это неразумно, это нелогично, это все ересь. Жук-скоробей – это просто жук, который выполняет свою экологическую роль, свою функцию. Молиться этому жуку и считать его богом – это плохо, не надо так молиться. Нужно молиться тому, кто создал этого жука-скоробея. В общем, логику вы поняли. Чтобы изменить реальность, нужно изменить мышление. И он это делал. Этот фараон правил 17 лет. Прекрасно правил. Реформы работали, искусство развивалось. Эхнатон был прямо как Медичи во Флоренции. Настоящий покровитель искусства. Но он внезапно умер. Почему он умер, неясно, загадка. Некоторые египтологи говорят, что ему помогли в этом жрецы, потому что он прикрыл их пожизненный бизнес. Назвал еретиками и мракобесами. Поэтому, как вы понимаете, они его ненавидели всем своим существом. После его смерти жрецы сразу восстановили свою власть, вернули все свои культы разным богам. Имя фараона и его семьи жрецы просто начали
стирать из истории, разрушать все скульптуры, все портреты, все исторические тексты, все, что было связано с именем этой семьи, в буквальном смысле уничтожалось. Даже просто искусство его эпохи уничтожали. И там было что уничтожать, потому что его правление – это как эпоха Ренессанса, когда внезапно появился совершенно новый взгляд на искусство, свежий, современный, интересный и очень прекрасный. И помимо этого еще и интеллектуальный, полный символизма. Но искусство его эпохи – это другая тема, может быть, как-то сделаю на эту тему лекцию. Так вот, жрецы даже просто произведения искусства его эпохи уничтожали, чтобы даже намека не оставалось на существование такого фараона. Его наследник Тутанхамон, как вы знаете, тоже умер, будучи подростком. Причина смерти неизвестна. Такая же загадка, как и смерть всей его семьи и его близкого окружения. Но, как мы с вами знаем из политической истории, когда все члены семьи какого-то клана правителей внезапно умирают загадочной смертью или несчастным случаем, каждый один за другим, то, как правило, виновник тот, кто пришел к власти и к бизнесу сразу после их смерти. Так что мы понимаем, что жрецы здесь явно приложили свои ручки. Но для более ясного понимания ситуации, представьте, что наш с вами президент скажет: все, баста, в государстве будет только одна официальная церковь, а все остальные запрещаем, вне закона. Вне закона все секты, все религиозные общины, эзотерические клубы, астрологи, экстрасенсы, всю эту ересь мы запрещаем. Это все вне закона теперь. Вы же понимаете, что после этого будет вопрос времени, когда все эти бизнес-кланы исполнят свою вендетту. Все, финито наша лекция. Кто хочет более детально разобраться в этом вопросе, то читайте книгу на английском языке. Название в описании оставлю. Или смотрите мой базовый курс по мифологии Древнего Египта и Месопотамии. Там на лекциях мы тоже видим, как некоторые важные священные тексты жрецы каждого культа редактируют под свой культ, чтобы верующие египтяне поклонились еще более старательнее. Это все очень... Голос уже садится, мискузи. Это все очень поучительно. Есть о чем задуматься. Мы сейчас с вами, как когда-то египтяне при правлении Эхнатона, вступаем в новую эпоху изменений. Сейчас обмен мыслями между людьми происходит с помощью шаблонных фраз и выражений, стереотипов. Люди и сейчас, как и тогда, повторяют мысли всяких разнообразных жрецов. Но сейчас людей еще больше приучают не думать, а только реагировать рефлексами на противоположное мнение. Сейчас роботы, искусственный интеллект общается более качественно, чем человек. Даже просто формулирует мысли более качественно, несравнимо качественно, чем человек. Мы сейчас переживаем, что роботы, искусственный интеллект превзойдет человека и начнет управлять им, заменит Бога, религию, создаст свой новый культ имени себя. Но проблема человека не в этом. Это все подмена, это все манипуляции. Проблема в том, что не машина поднимается на уровень человека, а проблема в том, что человек опускается до уровня примитивной машины. Почему некоторые древние цивилизации, такие как Египет, Шумеры, Греция, знаменитая греческая философия, между прочим, до сих пор мы изучаем, до сих пор мы развиваем свое мышление благодаря их философским трактатам. Почему все эти цивилизации были настолько развиты и настолько опережали свое время? Да не только свое время, он даже если пойдем посмотрим в Африку, да, вот эти племена, то они очень далеки от уровня технологий, культуры, мыслей тех же шумеров,
египтян, я молчу за греческую. Почему? Потому что задача любой цивилизации – это научить человека мыслить. Поэтому читайте книги, смотрите лекции прекрасных лекторов, например, таких как Андрей Баумейстер. Смотрите его философские этюды с Алексеем Арестович. Они не мыслям учат, а они учат мыслить. Берегите свой ум, окружайте себя качественными фоновыми знаниями. Обнимаю.